Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей, как всегда, и магазин magic-wand.me. И сегодня мы будем говорить про женский оргазм. Что это такое? Как он происходит? Расслабление или концентрация? Это, пожалуй, самая табуированная и одновременно массовая тема, которую обсуждают везде. Все-таки что же за это отвечает? Наш мозг или наша физиология? Ну, ваша физиология. Или все-таки оба этих параметра всегда действуют вместе? И я не буду, как все, просто рассуждать. Я расскажу вам то, что зафиксировано наукой. Сегодняшнее наше видео разделится на две темы. Альфа-волны мозга, ведь именно они отвечают за ваш оргазм. Вернее, в этот момент, когда они усиливаются и происходит ваш оргазм. И также мастурбация и женские рецепторы удовольствия. И начнем мы, конечно же, с альфа-волн, с моего любимого мозга. Именно альфа-волны регистрируются в голове у женщин, как было заснято с помощью ЭЭГ головного мозга во время секса. Да-да-да, как я уже говорил, и в том числе на МРТ секс тоже был уже заснят. Современные зарубежные сексологи, в основном американские, конечно, зарегистрировали подъем уровня альфа-волн у женщины в момент, когда она получает оргазм. Но с небольшой ремаркой: вначале поднимаются альфа-волны, мозг переходит в это состояние, от 20% вы начинаете испытывать возбуждение. И чем выше, тем возбуждение больше. Таким образом будут построены будущие управляющие системы вибраторов с нейрогарнитур. И об этом скоро тоже будет видео. Альфа-волны регистрируются в момент расслабленности, медитации, при ощущении доверия, комфортности, спокойности, спокойствия и защищенности. Чем более развито ваше воображение, тем легче вам погрузиться в это состояние. Но не путайте с тем, что происходит перед сном. Когда вы начинаете видеть красочные картинки, это тета-волны. Это для всех, кто пытается через йогу найти Бога и увидеть Его. Вот это их называют тета-хантерами. Это не наша тема. Именно воображение. Не увидеть картинку, а представить ее. Насколько плотно вы можете представить себе какой-то образ, тем легче вам достигать тех самых волшебных для вас альфа-волн. И я немножечко решил изменить подачу, и начнем мы сразу с места в карьер, а потом подтянем теорию. Для тех из вас, у кого есть доверительный партнер, которому вы доверяете, ну, скорее всего, ваш парень или муж, будет легче погрузиться в это состояние при условии наличия доверия между вами, ну и что мужчина сможет хоть что-то выговаривать в процессе вашей стимуляции. Однако до стимуляции вам еще нужно будет дойти. Для мужчины правило одно. Говорить он должен не переставая, медленно, четко, расслабленно. Чем ниже вы сможете говорить, тем лучше. Для женщины, как я уже сказал, у кого больше развито образное мышление, тем будет легче. Итак, женщины, ваша задача лежать и делать то, что говорит вам мужчина. Не дергайтесь, не говорите ничего, не пытайтесь двигать руками, дрыгать ножками, моргать ручками. Вы ложитесь на кровать спиной, так чтобы ваши груди торчали вверх. Партнер садится рядом с вами и говорит вам: я буду делать вот так, когда он будет говорить. И убирать руку, когда будут мои комментарии. Итак, партнер вам говорит: представь себе воздушный шарик, который находится у тебя в легких. Сейчас он прохладный. Моя рука будет опускаться вниз, и твой шарик будет становиться все теплее и больше. После чего партнер начинает сдвигать руку постепенно вниз. Кладет он ее между грудей. Либо ладонью, ну, либо двумя пальцами. Опускаете руку вы до, соответственно, влагалища. В процессе этого мужчина все время говорит, что шарик стал теплее и тому подобное. Я буду двигать свою руку вниз, и твой шарик будет становиться теплее и больше. Я продвигаюсь вниз, и твой шарик все теплее, он становится еще теплее, еще ярче, еще жарче, еще больше. Постепенно достигая твоего живота, он стал еще больше, продвигается дальше, и вот уже твоя вагина чувствует тепло, и шарик увеличивается. После этого мужчина ненадолго замолкает, дает женщине прочувствовать все это. Женщина же реально представляет себе такой шарик. Нет, не смейтесь, это не гребаная эзотерика, это всего лишь игра с вашим мозгом. Я потом объясню, как это основано, разумеется. Обычно я начинал всегда с объяснений. Теперь я начинаю двигать рукой вверх. Твой шарик начинает уменьшаться в размерах и становиться не настолько теплым с каждым миллиметром, который моя рука продвинется вверх. Он стал прохладнее, еще прохладнее. И
и ты уже чувствуешь легкий приятный холодок. И теперь мы снова дошли до твоей груди, и он стал еще прохладнее. И так вы повторяете несколько раз. Теперь смотрим, в чем здесь прикол, зачем это нужно. На самом деле, что происходит в этот момент? Да, разумеется, после того, как вы достаточно расслабились, вы можете начать заниматься сексом, или мужчина может стимулировать вас рукой. Но нам интересен процесс, который происходит в этот момент в мозгу. Я неоднократно говорил про музыку, свечи и так далее. Это все нужно для того, чтобы ваш мозг прекратил думать и раздумывать на всякие вещи в повседневной жизни. Что здесь происходит? Аудиостимуляция, одновременная стимуляция вашего воображения и тактильная стимуляция. Да, вы можете, конечно, добавить еще свечи, хотя ваши глаза будут закрыты. Да, важно, глаза нужно закрыть. С непривычки альфа-волны взращивать с открытыми глазами очень-очень сложно. Да, в процессе секса вы можете перевозбудиться и, конечно, с открытыми глазами прекрасно испытать оргазм. Но в процессе тренировки глаза держите закрытыми. Также есть второй вариант. Когда вы уже сколько-то подержите их закрытыми, вы можете делать это все с тем, что мужчина смотрит на вас, и все время вы не отрываете взгляд от его взгляда. И так вы продвигаетесь вместе с ним. Прослеживаете, он немного двигается вниз, немножечко отдаляется и потом вверх, так, чтобы вам нужно было немножечко двигать глазами. Но так в целом глазное яблоко сильно сбивает альфа-волны. Соответственно, у вас в этот момент идет тактильная стимуляция. Стимуляция вашего воображения, вы занимаете свой мозг. Аудиостимуляция. И в том числе вы представляете себе какие-то ощущения. Вашему мозгу некуда деваться. У него нет времени подумать над обыденными процессами в жизни. И он вынужден притормозить свою деятельность. То, что возникает перед сном на самом деле. Перед сном у нас вначале растет альфа-волны, и в какой-то момент начинают расти тета-волны, которые вызывают у вас те самые сны, которые, в простонародье можно сказать, что обыденные галлюцинации. Таким образом, времени у вас останется только на то, чтобы отдаваться своим ощущениям. Что касается музыки, я, как всегда, скажу вам, классика. Да, именно. Куча инструментов, ваш мозг не сможет их разобрать. Либо же какой-нибудь спокойный лаунж. Никакой, ни техно, ни транс, ни вот эти все там драм-н-бейс и прочее. Это вас будет только сбивать. Если вы считаете, что классика это только мои домыслы, напомню, они также были еще у одного человека, который экспериментировал с одновременной вибрацией и электричеством. Кстати, я скоро сделаю крутую насадку для Magic Wand'ов, которая будет одновременно уметь биться током. При условии, что у вас есть или вы купите еще и повербокс для электросекса. Но вернемся к классике. Это было зарегистрировано не только мной и еще каким-то доморощенным исследователем. Когда я писал свою аттестационную работу, именно классика и именно времена года прозвучали еще минимум у двух авторов. Скажем так, одни авторы ссылались на книгу другого автора. Оригинал я не читал. Я вам даже сейчас зачитаю. Вот удобно под рукой иметь аттестационную работу, которая ссылается на всю литературу, которую ты упоминал, и вплоть до страницы. Итак, упоминание положительной и сильной реакции на музыку также приводится у И.С. Кона. Это не мои слова, это слова из другой книжки. Сейчас прозвучат слова из этой книги еще. Именно этим, возможно, объясняется то, что женщины с их более диффузным эротизмом сильнее мужчин реагируют на музыку вообще и классическую в особенности. Книжка Столяров А.В., Столяров А.А. «Сексология. Пособие» на странице 85. Все-таки удобно иметь иногда под рукой 45 учебников по сексологии. Теперь те, кто не умеют расслабиться или не знают, как это делать, у вас есть способ, который я привел. Самое интересное, это опять же не мой способ. Это я уже общаюсь с разными разносторонними людьми. И в том числе есть один, скажем так, секс-терапевт, который помогает от определенных проблем. Он мне вот примерно эту технику и выдал. Если кому интересно, зовут его Олег Хвостов. В принципе, он гуглится ВКонтакте. Или можете у меня спросить в личку, в ВК, я вам дам его контакт, если кому-то надо. По сути, здесь мы имели некий опыт такого естественного доминирования мужчины над женщиной в этот момент. На самом деле, таким образом просто выступает ведущий партнер. Не надо здесь смешивать всякие БДСМные хреновины и примешивать их к реальной жизни. Они тут не работают многие. Но также может сделать и любая девчонка. Причем скажу вам, что в свои ранние годы я не принимал никакую идеологию с доминацией или подавлением чьей-то воли, но когда я стал более взрослый, я понял, что во взрослой жизни многим взрослым людям не хватает просто расслабиться и отдаться на волю человеку, который точно не сделает ничего плохого. На самом деле доминация, она в общем-то в этом и есть. Вы получаете себе того человека, который руководит вашими действиями
так, что это в конечном итоге приносит вам удовольствие и на него направлено. Мы никто не хотим, чтобы нами руководили, и мы должны были впахивать как рабы. Поэтому с таким руководством мы можем достигнуть высшей точки расслабления. Собственно, про ваш мозг это была первая наша часть видео. На этом она заканчивается. Прямо сейчас мы встретимся с вами во второй части видео, которая будет касаться вашего тела. С вами был Чалышев Сергей, магазин magic-vant.me. До встречи через несколько секунд.